Привет, друзья! И в этом ролике мы поговорим о мотоцикле Enduro Husqvarna VRE 125 92 года выпуска. Это эксклюзивный мотоцикл. Почему? Потому что данный мотоцикл был выпущен в момент, когда австрийская фирма Husqvarna отдалась итальянскому КТМу. Соответственно, данный мотоцикл был выпущен именно в это время. Достался он нам в плачевном состоянии, и мы решили, несмотря ни на что, восстановить мотоцикл. И столкнулись с рядом глобальных проблем по поводу запчастей, потому что такого мотоцикла даже на заводе Husqvarna нет. То есть их живых практически нет. И мы начали собирать все по деталям, что-то с Австралии, что-то с Германии, заказывать, потому что нам все-таки хотелось выдержать оригинальность данного мотоцикла. И ввиду того, что в России их вообще нет, пришлось, конечно, очень много времени потратить на поиски запчастей на данный мотоцикл. Итак, начнем с колес. У него стоят стандартные колеса, такие как должны быть, фирмы Excel. 19-е спереди, 16-е сзади. Тормозная система Brembo. Мы ставили новую, потому что старая была в ужасном состоянии. И новая система тормозная, мы нашли ее на американском сайте eBay. Она нам обошлась в 52 тысячи рублей. Далее вилка. Но вилку мы восстановили. Вилка была более-менее живая. Фонарь это не штатный фонарь, это мы установили его с точки зрения, что вдруг поедем кататься и в темное время суток нагрянет. Также у него водяное охлаждение. У него стоят два радиатора. Это новые оригинальные позиции. Обошлись 15 тысяч рублей. Руль стоит Рентал оригинальный. Руль стоил порядка 9 тысяч рублей. Грипсы стоят Рентал. Они испачканные, потому что его собирали и грязными руками, когда настраивали, трогали. Также у него перешито сиденье с логотипом фирменным под то, которое должно быть в оригинале, потому что стандартное сиденье было уже перешито несколько раз и в плачевном состоянии. Также большой проблемой было отыскать данное крепление, которое держит сиденье. Оно как раз находилось в Австралии. Фильтр воздушный здесь подходит от КТМа. Что в плане двигателя? В двигателе нам удалось без проблем найти поршень, кольца, шатун. Проблема составила найти диски сцепления, но
Нам повезло, что мастер, который собирал двигатель, оказался настолько опытным, что он сразу сказал, что диски сцепления подойдут от Honda CR. В данном мотоцикле присутствует отдельный бак для подачи масла. Он находится под сиденьем, и при помощи вот этого моторчика при нажатии газа тросик раздвоенный, и карбюраторная иголка поднимается, и также здесь поднимается заслонка, которая подает масло в двигатель. Но из опыта можно сказать, что в основном все отключают данную систему, потому что продиагностировать ее проблематично, и если окажется, что в какой-то момент она будет работать неисправно, то можно, конечно, кончить двигатель. Поэтому здесь данная система отключена, ввиду того, что мы хотели покататься, но пока он только прошел термообкатку. И, соответственно, масло мешается напрямую с бензином и заливается в бак. Также у него был установлен новый амортизатор. Тоже была большая проблема, потому что нигде в каталогах амортизаторов нет, и мы долго и нудно искали новый амортизатор, потому что старый был в плачевном состоянии, и когда собираешь новый мотоцикл, как-то не хочется ставить старый амортизатор. Вот, соответственно, мы нашли амортизатор фирмы Йоленс. Он обошелся нам в 68 500 рублей. Амортизатор по длине 46 сантиметров. Немного моделей, которые были подходили. Мы, конечно, искали подешевле амортизатор, но пришлось купить его, потому что он единственный, который подходил из тех, что мы смотрели. Также были установлены новый маятник, потому что ввиду того, что старый маятник не обслуживался, он разбился, и не стали покупать какие-то вставки, проставки. Мы просто купили новый маятник. Обошелся он в 30 000 рублей вместе с установкой и со всеми внутренними частями. Также поставили колодки, но колодки это не проблема было найти. Проблема была найти заднюю звезду. Звезда нестандартная. Честно говоря, характеристики я не скажу, потому что это занимались ребята с трека, и какую они звезду подобрали, я не могу сказать. Единственное, вот есть маркировка вот такая. Также мотоцикл был полностью, рама была полностью перекрашена в порошковую краску. Пластик был весь восстановлен, и поставлены слева оригинальная ручка Brembo, которая была справа, ручка была ломаная. Мы поставили китайскую ручку, но довольно-таки хорошего качества, потому что не все ручки подходили. Данный аппарат обошелся в 500 евро, но восстановление его обошлось в 320 000 рублей. То есть это с точки зрения продажи, перепродажи не рентабельно, ввиду того, что мотоцикл все-таки старый, но ввиду того, что
таких моделей нет в мире. Во всяком случае, мы искали, смотрели подобные модели перед тем, как начать его реставрацию, потому что после дефектовки, конечно, мы немножко встрепенулись от сумм и от того, где эти запчасти брать. Соответственно, вот такой вот мотоцикл у нас получился. Прошел термообкатку. Ввиду того, что сейчас зимний сезон, конечно, не хочется его пачкать. И упасть на нем. Всем спасибо.